Здравствуй, здравствуй. Искать надо себе, кто женится в храме, а не до дискотеки. И начинать с Бога, а не с постели, как многие. И когда Господь сочетает, уже слышат люди, что друг без друга они никуда. Это есть благословение свыше. Это есть соединение от Бога, о котором сказано в Писании, что Господь сочетал, то человек да не разлучает. Но надо пойти в храм, 5 минут лишь всего, постоять в храме и помолиться со словами такими: дай нам, Господи, исправление, потому что Ты, Господи, создав наедине сердца их, развивая на все помышления их, и какие у нас недостатки мы не знаем. Поэтому, Господи, дай нам исправление в первую очередь. Тогда невидимо Господь исправляет людей за то, что они обратились к Богу сразу. Что надо одному, то надо другому. Какое мнение один, такое мнение другой. Вот так Он исправляет. Потом вторая ступень уже берется благословение родительское. Оно должно быть доброхотное и непринужденное. И как только получили его, сразу же венчаться надо. А после венца уже живут как муж и жена. Вот так называется в Боге. И не стойте у зеркал долго, не красьтесь, не мажьтесь. Мы этим оскорбляем Творца, как вроде бы Он чего-то не доделал в человеке. Каждый человек по-своему красив. Что подходит одному, не подходит другому. Что подходит другому, не подходит третьему. Как вы и знаете, поговорка: на вкус да на цвет. Товарищей нет. Товарищей нет. Товарищей нет. А самое главное, это в семьях мир. Где мир, любовь, там Бог. Где мира, любви нет, там и Бога нет. А мир приходит, если подходят люди, с Бога начиная. Тогда все остальное слагается как нельзя лучше. На первом месте чти отца твою, матерь твою. Да благо тебе будет, долголетие на земле будешь. Однажды дочь не послушала мать и сделала по-своему. И целую жизнь всю свою мучится. А если бы послушала, да не стала так делать, как ей хотелось, этого бы не было. Так же и сын отца. И помните, что без меня не можете творить ничего же. Прежде чем какое дело начинать, надо помолиться, попросить Господа, прочитать молитву на начало дела, а потом начинать. И даже если вы много раз и делали, и начинаете снова делать, то все равно прочитайте молитву на начало дела, хоть вы и знаете это дело. На кого возьму? Только на смиренного.
вот это сделаем, да будет, вырастем и прочее, вот эту гордыню, чтобы она и близко не было. Потому что хоть вы и много делали, уверены в этом, но обстановка сложится так, что что-то помешает, и вы не сделаете. И погрешите перед Господом за свое «я», которое гордому Господь противится, лишь смиренному дает благодать. А смиренный просит, хоть я много раз и делал, но если ты мне, Господи, не поможешь, я не сделаю. Вот это вот смирение. Вот две крайности сказал, как надо начинать всякое дело. Тогда и неправедный человек не встретится, то есть мошенник, которому нельзя верить. Тогда Господь благословит пути все и отведет, и с таким и не встретишься даже. А самое главное, это в домах все вершить мир. Где мир, любовь, там Бог. Где мира, любви нет, там Бога нет. Детям должны родители быть примером. В храм ходить, причащать их и прививать семя Божие, который даст свое время всходы свои. Когда до горя, тогда все до Бога. Когда теснота и нестроение, тогда вспоминает человек, как он ходил в храм когда-то, как он причащался, как слушал молитвы, которые читала мать. Вот тогда семя то, которое вы сеяли в детстве, и даст свои всходы. И человек преобразится. Он вспомнит, как мать стояла в святом углу, молилась. Как? И он раньше молился с ней. А через время обстановка поменялась, и этого не стало. Тут он и вспомнит, как бабушка тоже делала это. Тогда и сам начнет вспоминать, как он «Отче наш» когда-то знал. И хоть, может, со всеми не вспомнит, но хоть намерение будет иметь. И вспомнить, как бабушка наказывала, в трудную минуту надо идти в храм, да помолиться в храме, да причаститься. Тогда и дело пойдет. И снова же, без Бога не до порога, наказывали нам предки. Потому Русь называлась Святой Русью, потому что все были крещенные, все были наставлены в Боге, все ходили в храм, дети рождались от браков венчанных. А когда без Бога, тогда человека придает Господь неискусный ум, и человек начинает творить и неподобное. То, что мы сейчас и видим. И реки
запущенные. Болота усушали, чем повредили всю природу. Ну вот вкратце. Одним словом, придать неискусный ум, и человек начинает творить и неподобное. То, что и мы видим, то, что мы и знаем. Батюшка, а как тогда исправляться? Вот кто же ошибки вот эти все сделаны? Это надо ходить в храм, причащаться, и как предки наши, им подражать во всем. Тогда только мы будем выправляться понемногу. Вы видите, что вода уходит пресная, все больше и больше. И в реках, и в колодцах, и везде. И будет все больше и больше, это ощутимо. Прежде чем место выбрать себе для колодца, надо осветить местность, попросить у Господа помощи, сориентироваться по другим источникам, которые вблизи, колодцы где. Читается на начало дела молитва, освящается местность и освящается колодец. Тогда там и вода не будет иссякать никогда. Есть специальные чины в требниках, у священников, которые обязаны это делать, кто просит их. Снова же приходим к тому, что без Бога не до порога.